Михаил, добрый день. Скажите, пожалуйста, Здравствуйте. Где вы и как так получилось, что вы уехали несколько месяцев назад из России? Что этому предшествовало? Ну, я себя вел, скажем так, не очень стандартно. Я был взят в разработку еще в 2017 году. Сначала отдел по борьбе с экстремизмом, а потом ФСБ. Вот. Как это все я потом выяснил. Ну, как бы я чувствовал, что за мной наблюдают. Вот. Но меня не трогали, поскольку я законов никаких не нарушал, по крайней мере, писано. Вот. Но материал потихонечку копился. Ну, он такой материал был. Ну, допустим, ехал на мотоцикле, слушал украинские песни, понимаете? Или там каждый год ездит в Украину. То есть, с одной стороны, это не нарушение законов, а с другой стороны, подозрительно. Вот, и я был в разработке до 22 года, до начала спецоперации, известной вам. Вот. И потом у них вышло, опять же, я все потом это узнал, вышло у них указание всех, кто как бы вообще мимо проходил, всех гасите. Они придумали какого-то левого свидетеля, которому я якобы давал деньги. Естественно, это ничего не было, но этого хватило для прокуратуры, чтобы дать санкцию на мой арест. Ну, просидел я там 9 месяцев, вот, но мне очень повезло. С одной стороны, мне хорошие адвокаты попались, с другой стороны, прокуратура со следствием, я бы сказал, не мной замечено, что они сильно понижают качество своей работы. Без адвоката я бы до сих пор там сидел. Угу. И вам бы грозило сколько? До 8 лет. И на суде, когда уже начался суд, он сказал, что вот да, мы признаем вину, все, но мы совершили это в 2016 году, когда еще действовала старая редакция закона. А по этой редакции это было преступление малой и средней тяжести, и срок давности давно истек, и, так сказать, давайте нас выпускать. Ну, я думаю, мне 8 бы сразу не дали, дали бы года 4, 3-4. Обычно первоходам не дают на полную, дают полсрока или там треть срока. Но я не питаю иллюзий, я знаю, что если бы я даже отсидел это время, меня бы сразу начали раскручивать по новому эпизоду, по новому сроку. Они не любят очень отпускать. Если уже попал в челюсти к этому крокодилу, то вырваться сложно. То есть почему именно вы? Зачем это нужно им? И почему именно вы? Это просто как бы вы как часть статистики? Ну как? Я себя вел вызывающе. Я не скрывал своих взглядов. Мне не нравилось то, что происходит. Мне не нравилось с 2014 года вот этот захват Украины. А как вы это я не афишировал высказывали? Но в беседах частных, если меня спрашивали, я высказывал, да. В Фейсбуке, опять же, лайкал и так далее. То есть я не считал скрывать, нужным скрывать мои взгляды. Поэтому попал на заметку. А там просто им понадобилась статистика. Брать всех, кто вообще хоть как-то причастен. А сейчас вы где? Сейчас, ну, как только я, как это сказать, выскочил, мне сразу все друзья, адвокаты, родственники сказали: Миш, срочно уезжай. Ты в списках врагов. Вот. Я месяц взял на устройство личных дел. Вот. И как только более-менее все устаканил, не все, к сожалению, ну, почти все, я уехал. До самой границы я ждал, что меня остановят. Вот. И, в общем-то, предчувствия мои были оправданы. Вот недавно мне звонили друзья, приходили, интересовались, где я, что я и так далее. А кто те люди, которые вас сейчас окружают? Как сложно ли было начинать эту новую жизнь? Как вы сейчас себя чувствуете? Ну, хорошо. Я вообще человек такой достаточно гибкий. Вот я сначала в Мурманске работал, потом в Москве. Потом меня перевели в Мегион, это в Сибири. Потом в Астрахань. В Астрахани меня принимали. То есть я геолог и привык как бы, менять локации, скажем так. Вот это всего лишь новая локация. Мне здесь нравится. Здесь очень хороший город. Я здесь родился когда-то, что мне, наверное, облегчило выживание. Вот. Окружают меня коллеги по работе. Все очень лояльно относятся, доброжелательно. Алексей, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, что ты тут делаешь? Как давно ты приехал и почему? Я тут сижу. Значит, как давно я приехал? Мы приехали с Лизой, моей женой, 3 года назад. Сразу в Монреаль. Мы приехали, потому что здесь я учусь в аспирантуре в МОГИЛе, занимаюсь химией. Вот, собственно, я поступил, мы приехали.
То есть ты приехал до войны? Да, в 2020 году. Ну, после того, как война началась, были ли у тебя какие-то проблемы здесь, связанные с тем, что ты русский из России? Нет, вообще никаких проблем. Был только интерес, живой интерес. То есть все иностранцы, когда узнавали, что мы с Лизой из России, они спрашивали, задавали вопросы про культуру, про язык. То есть это была такая диковинка, и это было для людей что-то экзотическое. Расскажи, что именно ты изучаешь? Органическую химию, фотохимию, наши исследования в лаборатории, там есть несколько у нас направлений, но чем я занимаюсь, я беру органические молекулы, синтезирую их, и потом эти молекулы, они играют роль катализаторов в реакциях. То есть сейчас, например, катализаторы – это, как правило, металлы. Да, как правило, это переходные металлы, они очень дорогие. Что делаем мы? Мы берем вместо этих дорогих металлов органическую молекулу, более дешевую и менее токсичную, и используем ее в качестве катализатора для осуществления химических реакций. Вот предпоследняя Нобелевская премия, которая была вручена, она была вручена за органический катализ, органокатализ. По сути, я занимаюсь в той же области органокатализом, но с фотохимией. А еще я слышала, что ты преподавал здесь и химию, и математику в русской школе. Значит, да, я преподавал в русской школе грамота, химию для старшеклассников, алгебру для старшеклассников и математику для начальной школы. Почему ты ушел? По нескольким причинам, но в основном из-за того, что так как у меня осталось 3 года аспирантуры, я хочу больше времени посвятить исследованиям и отдыху. Поэтому я решил не работать по субботам. Как тебе вообще Канада, Монреаль? Какие были ожидания? Что оправдалось? Что было сложно? Канада супер, оправдала все ожидания, я бы сказал, на данный момент. И Монреаль, я обожаю Монреаль. Что было сложного? Сложно было жене найти работу из-за специфической специальности. То есть это не сразу специальность? Она японист, она учитель японского языка и востоковед. То есть было тяжело вот ей найти работу, и все-таки тяжело немного социализироваться, то есть найти свою компанию. Хочется, с одной стороны, как бы и найти друзей русскоговорящих и продолжать говорить по-русски, но не хочется совсем жить только в русскоязычной среде, хочется еще найти местных друзей. Мы вроде как бы нашли местных друзей, но коннект прям такой сильного нет. Вообще на фоне войны и происходящего ужаса в России как бы тяжело это переживать, и легче переживать это с теми, кто это понимает. В общем, основная вот проблема, да, была социально найти друзей, я бы сказал, и пережить такой разрыв с тем, что было в России, то есть начать жить с нуля, по сути. Ну, это не совсем с нуля, но, в общем, начать другую жизнь. Скажи, ты уезжал скорее из России или скорее ехал в Канаду? И то, и то. Мы уезжали из России, потому что я хотел эмигрировать из России уже давно. Я понимал, что не хочу жить дальше в России всю жизнь. Я хотел пожить где-то еще. И Лиза тоже хотела пожить в другой стране. Еще поверх этого папа мне говорил, когда я был маленький, что Леша, если ты уедешь из России, я буду считать, что миссия моей жизни, его жизни выполнена. Вот. И я, в принципе, хотел жить в другой стране, не в России. То есть это был такой осознанный выбор. И Канаду я выбрал тоже осознанно для аспирантуры. То есть, в принципе, я представляю, что мы бы с Лизой остались здесь жить дальше. Ты уже французский выучил? Ну, в смысле выучил. Невозможно выучить, но у меня сейчас где-то B1. То есть я могу изъясняться, я понимаю большую часть разговоров. Ну, то есть нормально. Когда ты уезжал, что происходило с твоей семьей в России? Значит, с моей семьей происходило в России ничего интересного, когда я уезжал, но со мной происходила прикольная вещь. Дело в том, что к маме домой приходили военкомы, постоянно искали меня, чтобы я пошел служить в армию. Я уже жил тогда не с мамой, мы жили с Лизой отдельно. И мама попросила меня: Леш, ты можешь, пожалуйста, им сказать, что ты уезжаешь в Канаду, чтобы они отстали, не приходили ко мне домой, не искали тебя. Я говорю: хорошо, я это сделаю. Я бы открыл федеральный закон, нашел там 2 пункта, что человек, который собирается жить вне России больше 6 месяцев, он освобождается от службы в армии. Я написал заявление, прошу передать мое дело в архив, приложил приписное свидетельство, все документы, что я поступил в МОГИЛ, уезжаю в аспирантуру, собрал одну папочку и это послал в свой военкомат. В ответ я получил угрозу на листе А4 с 3 печатями и 3 подписями, что если я не приду на призывную комиссию, то на меня заводят уголовное дело и вносят меня в базу розыска по району, где я жил.
А вот Екатерина Шульман предупреждала, что добровольно ходить в военкомат не надо. Да, так вот в том-то и дело. Я не ходил туда. Я туда только послал туда по почте заявное, вот самое заявление, что я прошу, чтобы меня отписали оттуда. И вот они прислали вот эту угрозу. Через 2 недели мы с Лизой уже прилетели сюда. То есть было реальное опасение, что на меня заведут уголовку за якобы уклонение от призыва. Хотя я не подписывал никакие призывные вот эти повестки. Так что вот, был такой страх. И в итоге я показал эту бумажку. Я не знал, эта бумажка это блеф или это действительно угроза. Я показал эту бумажку фонду Зимина. Юристы фонда Зимина сказали, что все, мне больше лучше в Россию не возвращаться. Еще что было до войны, это то, что за папой была слежка. Он уже про это знал. В ковид она, может быть, поутихла в пандемию, но потом она продолжилась снова. И вот, собственно, за папой была слежка. А что потом происходило с папой? Значит, потом что происходило? Когда началась война, папа сказал, что за ним следят снова. Мы как бы в семье онлайн, когда я звонил маме и сестре, они как бы посмеивались над ним, думали, что это не по-настоящему. Они говорили, кому-то нужно за тобой следить. Папа приехал праздновать свой день рождения в марте 22 года. Затем он ехал куда-то по делам. Вот если он прилетел из Астрахани в Москву, чтобы отпраздновать день рождения с моей мамой. Потом 9 числа, в общем, после дня его рождения, он садился в метро. Его, видимо, отследили по камерам. 2 сотрудника полиции подошли, сказали, пройдемте с нами. Папа спрашивает, зачем? Они говорят, вы все узнаете потом. Он пошел с этими 2 сотрудниками полиции, и они составили протокол на него о нарушении, о неповиновении полиции. Забыл какой-то пункт КОАПа. Потом над ним был суд, потом его не отпустили, а сразу же перевели в другой СИЗО и снова составили повторный протокол о неповиновении сотрудникам полиции. И я понял, и наша семья, в принципе, поняла, что папу таким образом хотят посадить, видимо, надолго, что это такая карусель административных арестов. И как позже мы поняли по статье 282 УК РФ, необходимо, чтобы человека привели по административным делам до того, как его задерживают по уголовной статье. После второго административного ареста папу освободили в зале суда. Он 2 или 3 суток сидел в обезьяннике. И потом папа поехал домой к моей маме, и вдруг ему звонок от полицейского, что «Михаил, не могли бы вы спуститься подписать документ о вашем освобождении?» Он сказал, нет, подписывать не буду, приходите ко мне на квартиру. В итоге вместо полиции пришли 6 человек в штатском, без удостоверения, без ничего, попросили открыть дверь, мама открыла, они вошли вшестером, она сказала, на вид это были уголовники. Видимо, это были сотрудники Центра М, мы точно не знаем. Они сказали, Михаил, на выход мы вас забираем. Мама спросила, почему? Они говорят, ваш муж подозревается в совершении преступления. Он говорит, спрашивает, какого? Они говорят, мы вам не скажем, все узнаете потом. Папу забрали, отвезли в машине в Зеленоград. Там он 4 часа ночью сидел просто так в машине. На следующий день был суд. Оказалось, что в Зеленограде его судят по мелкому хулиганству, что якобы он на площади в Зеленограде ругался, кричал, обзывался на прохожих, что-то еще. Тоже сфабриковали 3-е административное дело и поставили его сидеть на уже 10 суток. Или 7, я уже точно не помню. Вот, тогда я связался с Димой Захватовым. Мы придумали, как папу... Это адвокат. Это первый адвокат папы, да, и правозащитник. Мы придумали, как папу, скажем так, спасти от продолжения карусели административных арестов. Мы в итоге мы скоординировались онлайн. Дима, по сути, спрятал моего папу на 1 ночь после того, как папу освободили из обезьянника. И за эту ночь я очень уговаривал папу уехать из России в Казахстан. Ну или куда-то вообще из России. Потому что я был уверен, что на него заведут уголовное дело. Папа так уверен не был. В итоге я манипулировал, говорил, папа, если тебя арестуется уголовка, я тебе не буду помогать, я ничего не буду делать. Значит, либо ты меня... Я ему так сказал, я тебе никогда в жизни ничего не советовал,
и никогда как бы не давил на тебя. Ну, потому что я твой сын, как бы, и не буду этого делать. Но вот сейчас я тебе говорю, что пожалуйста, уедь. Вот я пытался как бы взять эту ответственность на себя, пытался его уговорить. Он не верил, что на него составят уголовное дело, сфабрикуют. И в итоге вот получилось, как получилось. Через месяц его арестовали уже по уголовному делу. Вломились сотрудники ФСБ в его квартиру в Астрахани, в съемную квартиру. Вломились сотрудники ФСБ в квартиру моей мамы в Москве, провели обыск там и там. Ну, вот. А скажите, вот вы в заключении были около 9 месяцев, да? И как бы по вашим ощущениям, как сильно изменилась за это время страна и люди? То есть вот те, кто молчал, они еще больше молчать стали или им это надоело? Не-не-не, все тут тенденция на усиление репрессий, поэтому те, кто молчал, те и больше молчат. И те, кто говорил, перестали говорить. В общем, вот это вот безумие, которое нас окружает, оно сказывается на тех людях, которые не могут убежать, они просто замыкаются в своей скорлупе, скажем, надеясь на то, что они уберегутся. А как вы думаете, если бы не было этого процесса, и вы бы остались жить в России, вы бы тоже так же закрылись в эту скорлупу? Да меня бы приняли. Я бы уже второй раз сидел, и что? Очень многие спрашивают и интересуются тем, как проходит жизнь заключенного в следственном изоляторе. То есть можете немножко рассказать о том, что такое СИЗО, какой там быт, насколько разные условия могут быть в разных изоляторах, чем кормят, разрешают ли какие-то личные вещи, там, книги? Все СИЗО разные. Даже вот в Москве я побывал в 4 СИЗО. Они очень разные и по режиму, и по кормежке в том числе, и по правилам. С одной стороны, есть ПВР, утвержденный в 2022 году, правила внутреннего распорядка. Они едины на всей России. А с другой стороны, местное начальство, что хочет, то и, так сказать, воротит. Вот. Ну, в каких-то местах, допустим, были проблемы с тем, что окна не открывались. А в других местах окон вообще не было, были просто решетки. Ну, зимой это как-то не очень удобно. Вот. А летом комары тоже. Ну, вот были такие бытовые какие-то неудобства. Я говорю, тут два фактора. Во-первых, руководство исправительного заведения, насколько оно стремится, чтобы все ходили по струнке, как оно понимает эти ПВР. А во-вторых, отношения заключенных с надзирателями. Тоже очень важный момент. Если отношение к хорошему, то конвой предоставляет, скажем так, поблажки. Допустим, по ПВР они обязаны мыть нас раз в неделю, но если очень попросишь, тебя выпустят там, через 3 дня помыться. А это важно. Когда большая скученность, да, ну там по 2 квадратных метра на человека в камере, а бывает, что и меньше. Это очень важно, чтобы люди могли бы как бы мыться. Да? Ну, извиняюсь, самый очень простой момент. Вот. Еще очень много зависит от, скажем так, обеспеченности заключенных. Если человека снаружи греют, то есть кидают ему деньги на счет, присылают там передачи и так далее, и тому подобное, он, конечно, чувствует себя более защищенным. Насколько важна помощь адвоката, вот именно какая-то психологическая даже поддержка, ощущение того, что кто-то что-то делает? Это зависит от психологической устойчивости. Если попал первоход, ему очень важно, чтобы кто-то там хоть раз там в 2 недели приходил. Кого можно не опасаться, с кем можно просто поговорить, узнать, что там на воле происходит, узнать, что с родственниками, потому что следователь, пока ты не дашь показания, которые ему нужны, он тебе не разрешит звонить никуда. Вот, то есть, вот. А с адвокатом можно поговорить, тем более есть такие смелые адвокаты, которые даже пронесут запретку. То есть, допустим, там зажигалку. В тюремных условиях это предмет роскоши, это запрещено. А есть разница отношения к политзаключенным со стороны охраны или внутри заключенных самих? Нет, да? Нет. Мы для них все одинаковые. Возможно, в централах, вот где я не был, допустим, Лефортово, да, там специфическая обстановка, там она, может быть, и есть, потому что они под ФСАми ходят. А обычный централ, для них мы все одинаковые заключенные. Хоть ты будь рецидивист с 20-летним стажем, с 4 ходками, хоть ты будь вот такой, как я, первоход, да, по политике, который заехал, для них мы все одинаковые. А можно ли там обсуждать политические вопросы? Ограничивается ли как-то свобода слова
Или лучше просто самому помалкивать? Есть два аспекта, скажем так. С одной стороны, стукачей никто не отменял. В любой хате, где больше 10 человек, по идее, должен находиться тот, кто сотрудничает с операми. С другой стороны, допустим, на общем режиме не всегда, вот на спецблоке, где я в основном сидел, там круглосуточное аудио-видеонаблюдение. Не знаю уж какого оно качества, но тем не менее, вон глазок все время светится, да, в углу камеры. Это один аспект, собственная безопасность. Потому что только сегодня в новостях прочитал вот этого аспиранта математики. Математика Азат, по-моему, зовут. Его сейчас раскручивают по второму эпизоду, что якобы он просматривал в хате телевизор и комментировал военные действия, то есть дискредитировал доблестную российскую армию. И сейчас ему шьют вот эту статью. Я так думаю, нашелся человек, который рассказал, что вот он неправильно агитировал. Вот. То есть это собственная безопасность. И второй момент, по которому не рекомендуется лишнего говорить, в хате разные люди. Есть такие, которые с близкими ко мне взглядами, а есть ватники, есть агрессивные ватники. И обычно, если нормальный смотрящий за хатой, он предупреждает, что не надо о политике говорить, мне лишние конфликты тут не нужны. В общем, ко мне хорошо относились в силу возраста прежде всего. Там, хотя есть такая тюремная поговорка, да, в тюрьме возраста нет. Но тем не менее возраст там очень даже учитывается. И сами вот эти блатные, которые рулят обычно хаты, они говорили: Миш, ты не беспокойся, тебя спасет возраст, потому что у нас не принято пожилых людей трогать. Им всем там по 30-35, максимум 40. Почему именно он? Так много сил для того, чтобы арестовать человека, который не представляет опасности для государства? Почему именно он? Мне кажется, здесь есть несколько факторов. Первый фактор. Папа открыто на протяжении всего времени после аннексии Крыма открыто показывал, что он поддерживает Украину. Но это было во всем. Он не стеснялся в разговоре этот факт как-то упомянуть, если дело до этого доходило. И, может быть, папа имел неосторожность говорить об этом со своими знакомыми, кого он считал друзьями. В итоге, как я понимаю, эти знакомые донесли на него ФСБ. В общем, что мы точно знаем, что звонки из ФСБ были к этим знакомым, которые спрашивали, по-моему, папу, и которые согласились стать анонимными свидетелями по делу папы, и сказали ФСБ, что папа слушал бандеровские песни Океана Эльзы, что папа открыто поддерживал Украину. Собственно, так. И, может быть, из-за того, что папа часто катался в Украину на байке, на байкфесты почти каждое лето, когда он пересекал границу с Россией с Белоруссией, Белоруссия с Украиной, видимо, каким-то образом его данные о пересечении границы, может быть, оказались у ФСБ, может быть, ФСБ проводил, мы точно знаем, что ФСБ его допрашивал на границе, куда он едет, что он делает в Украине и так далее. То есть это комбинация факторов. А почему так много сил они задействовали? Мне кажется, самый понятный ответ будет, так как из дела папы хотели устроить пропагандистский сюжет. То есть его схватили и осветили его задержание с пропагандистской точки зрения, что мы поймали Жида Бандеру, предателя Родины, сторонника правого сектора. То есть хотели показать, что травят пятую колонну в России, ищут предателей. Нашли одного еврейского украинского еврея, который хочет внедрить украинский национализм или нацизм в еврейскую общину в Украине. Придумали свой бред и хотели его пропагандистски распространить. У них это, мне кажется, очень получилось на троечку, потому что никому дела нет. Покрутили они этот сюжет для РЕН-ТВ. В общем, для них это был очередной пропагандистский ролик. У тебя была мысль все бросить и вернуться, обнять родных, как-то помочь папе? Или легче было и лучше, и эффективнее помогать отсюда? Конечно, мысли были, нужно ли ехать. То есть я спрашивал себя, что будет со мной, если я приеду, арестуют ли меня. Но рационально не было никаких причин возвращаться в Россию. Папа попросил не возвращаться в Россию тоже. И оказалось, эффективно было наладить процесс помощи папе онлайн за границей, поскольку, находясь в Канаде, я могу свободно говорить то, что думаю, без опасений для своей собственной судьбы, наверное.
чего не было у моей мамы и у моей сестры. Они боялись объявлять сбор, они боялись контактировать с СМИ, потому что боялись, что их тоже арестуют. И в итоге оказалось эффективно помогать своему папе здесь онлайн. Ну, а какие процессы нужно вести на месте, находясь в стране, какие можно вести здесь? Значит, на месте, находясь в стране, можно передавать передачки, физически приходить в СИЗО, оставлять передачку. На месте можно заниматься правозащитной деятельностью, то есть, когда ты адвокат или правозащитник, ты можешь приехать в СИЗО, попросить встречу со своим клиентом, получается, подзащитным, или с человеком, который тебя ждет как правозащитника. Ну, в общем-то, все. Вот в плане правозащитной деятельности, в плане помощи политзаключенным. А это то, что можно делать на месте, и что на месте делала моя мама, приносила папе передачки, что делал Дима Захватов и Светлана Байтурина, которые папе юридически помогали. Что можно делать онлайн, это то, что вот мы делали, что я делал. Во-первых, контактировать с СМИ, иноагентами и как бы местными СМИ, западными, которые заинтересованы в том, чтобы осветить эту проблему. То есть мы написали где-то, не знаю, сколько десятков СМИ, но много десятков СМИ. И в итоге материалы по делу папы публиковали «Новая газета Европа», «Медиазона» и «Политика National Security Daily», которые американские СМИ. То есть, а что это дает освещение в этих СМИ? Вот мы тоже думали, вообще нужно освещать дело или нет. Мы решили сразу же освещать дело в СМИ, потому что про папу была объявлена пропаганда такая, что он якобы расист, нацист и жидобандеровец, и мы хотели объяснить, в чем на самом деле дело. То есть тут мы просто хотели показать его дело с другой точки зрения, это во-первых. Во-вторых, освещение в СМИ именно для дела папы, что оно дало, привлекая внимание к делу, наверное, повышается вероятность того, что с человеком не сделают ничего плохого, и он будет находиться в поле внимания правозащитников. То есть мне было важно, чтобы папе давали лекарства, которые ему необходимо было принимать, чтобы за условиями его содержания могли следить правозащитники, и чтобы, в принципе, как бы какая-то часть общества, которая читает СМИ, в какой-то мере держали руку на пульсе его дела, чтобы про папу не забывали. Мне кажется, тот сценарий, когда есть политзаключенный, про него забыли, про него не пишут СМИ, ему не пишут письма, в этом сценарии политзаключенный подвергается большим рискам, а именно его могут начать пытать, его могут перевести в такую колонию, где его будет тяжело найти, ему могут затруднить оказание правозащитной юридической помощи. То есть это те сценарии, которые нам хотелось избежать. Что можно еще сделать онлайн? Сделать петицию на Change.org. Почему это важно? Да, кажется, что это как бы неработающий инструмент, что эти петиции не читает правительство. Естественно, оно их не читает, и вряд ли это напрямую действует. Но косвенно у меня была надежда, что ФСБшники, которые занимаются этим делом, они эту петицию видят, они увидят, сколько людей подписались под ней, и они увидят, что людям, в принципе, не все равно, и они считают арест моего папы несправедливостью. То есть это такой инструмент, который легко, в принципе, сделать, легко запустить, а дальше будет, что будет. То есть он может быть суперэффективный, но мне кажется, что если есть возможность сделать эту петицию, то ее нужно создать. Петиция Change.org, потом краудфандинг, то есть в случае моей семьи я не могу помогать маме в рублях, но она оплачивала адвоката в рублях. Соответственно, мы собрали краудфандинг для того, чтобы она смогла оплачивать папиного адвоката, оплачивать его лекарства, оплачивать в СИН еду, которая очень дорогая. Обычно тюремная еда, она очень плохая, поэтому большинство арестантов, они предпочитают заказывать из СИН-магазина еду и делят ее между собой. Собственно, да, краудфандинг был очень необходим, и первый отдел очень помог осуществить этот краудфандинг. Первый отдел – это? Правозащитная организация, которая помогает оказывать юридическую помощь политическим заключенным в России. И последнее – это письма поддержки, то есть я просил друзей писать папе письма, знакомых, его знакомых, моих знакомых, людей, которые вообще не знают ни меня, ни папу. Мне показалось, что это важно для папы, для сохранения его психологического состояния, что он знает, что людям не все равно на его условия, в принципе, люди про него не забывают. И мне казалось, что это супер важно, помочь ему как бы продолжать в это верить,
чтобы он не падал духом. И поэтому писать письма было супер важно не только мне, но еще и друзьям, которые его знали. У него в итоге появились друзья по перепискам. То есть видно было, что точно вот письма помогли ему прожить эти 9 месяцев заключения. В этом я уверен. Мемориал признал его политзаключенным. Да. То есть они по своей инициативе это сделали или ты попросил как-то с ними Я связаться? попросил признать политзаключенным Дима Захватов. Мемориал просит предоставить материалы дела, ознакомливается с материалами в СМИ, с материалами дела и смотрит, соответствует ли признание политзеком международным стандартам. То есть прежде чем объявить человека политзаключенным, они обязаны ознакомиться со всем делом и признать, что действительно, да, вот преследование этого человека политически мотивировано или мотивировано его сексуальной ориентацией, его национальной принадлежностью, расовой принадлежностью. То есть это как бы другие типы политзеков, да. Вот, это чем занимается мемориал. Вот именно эта часть мемориала, помощь политзаключенным, они занимались только политзеками, да. И они так вот рассматривают, подходит человек к этой категории или нет. Вот это делает Дима. Как к тебе приходили новости о папе? Новости о папе приходили от Димы, от адвокатов, от моей мамы, когда она с ним списывалась. Я ему сам писал письма, естественно. И еще у папы был нелегальный телефон несколько раз в камере. То есть у них общаком они покупают один телефон на камеру. Вот. И мы с ним переписывались в какой-то момент. То есть у него несколько раз менялись эти телефоны. Переписывались мы в общей сложности за 9 месяцев его заключения. Месяца, наверное, 4. То есть у него были моменты, когда у него был телефон, когда его не было. То есть я ему звонил по WhatsApp, то есть он мне показывал камеру, это было очень интересно. У него осталась одна фотография с его отсидки, когда он сидел вот в камере на 22 шконки с 30 уголовниками. Вот, это было. А вот ваш сын Алексей, он упоминал, что вы были в одном СИЗО с Карамурзой. И как впечатления ваши остались? С удовольствием вам пообщаться? К сожалению, мы встретились только мы не в одной хате были, мы на сборке встретились. Сборка – это где все собирают там, перед тем, как к адвокатам вести, на следствие вести и так далее. То есть совершенно случайно пересеклись. Он не сразу понял, что я – это я, а я не сразу понял, что он – это он. Потом по фото я его опознал, а он меня, так сказать, по описанию. Вот. Буквально мы 5 минут разговаривали, максимум 10. Очень мне понравился, очень приличный, приятный мужчина, но меня поразил его оптимизм, на мой взгляд, совершенно неоправданный. Он такой: братан, не парься вообще, мы скоро выйдем. Этот режим рухнет, и до Нового года мы будем на свободе. Новый год был 22-й. А сейчас уже вообще 23-й кончается, и никто не на свободе. Совсем наоборот. То есть почему-то очень многие уверены, что вот скоро все закончится. Нифига не закончится. Я понимаю, почему. Потому что человеку нужно надеяться. Вот человек получает срок там 15 лет, 20 лет. Это на самом деле пожизненный срок. И единственная у него надежда, что вот действительно режим пойдет и будут все политические выпущены. Но это будет чудо. А как обстоят дела с пропагандой в СИЗО? Да, там только круглосуточный телевизор, и спасения от него нету. А библиотека есть? Способ это... Да, библиотека есть, конечно. Я там очень много чего перечитал, того, что раньше читал. А что думают заключенные про вербовку из тюрем на войну? Те, которым немного осталось, или те, кто рассчитывает выйти скоро, есть такие, да, товарищи, они относятся очень скептически. Смысл такой: что, больной, что ли, идти умирать, неизвестно за что, да? Но есть люди, причем хорошие люди, там еще очень много хороших людей, у которых срок грозит там 12 лет, 15 лет. И они понимают, что это такое, и они готовы на что угодно, лишь бы выйти. Я даже одному такому товарищу помогал составить письмо. Он по-русски плохо говорил, он узбек, Министерство обороны, где он просил, чтобы его... я им сказал, что есть возможности, скажем так, избежать выполнения интернационального долга. Если что, я тебе помогу. А вот, Михаил, смотрите, одна из главных целей этого интервью, как я ее вижу, это донести до каждого человека такую мысль, что его даже самая крошечная помощь может сыграть большую роль
и что от наших незначительных действий может измениться судьба человека, например. Ну и вообще очень многое. Допустим, есть условная там Маша в Монреале, да, и она думает о себе, что, что мои $5 и мой вклад в помощь какой-то правоохранительной организации, или там, что мое письмо в поддержку политзаключенного. Можете рассказать, почему это важно на вашем примере? Как это, вот мы видим, что финансовая какая-то поддержка, да, позволила вам иметь адвоката, и вы получали письма от людей из всех стран. Что это для вас было? Это большое спасибо, конечно, моему сыну. Он поднял такой шухер. Мне стали очень много писать. А там, понимаете, трудно оценивать с точки зрения человека, который на свободе. Вот сидишь ты с разными, скажем так, людьми, очень разными. Каждый день одно и то же. День сурка. Сидишь месяц, 2 месяца, полгода. Начинаешь тихо сходить с ума. Да, человеческая психика, она, в общем-то, не бесконечна. Ты стараешься как-то разнообразить окружающую жизнь. Ходишь, занимаешься спортом, да, там есть такая возможность везде. Читаешь книжки. Вот. Я, например, не перевариваю телевизор, кто-то смотрит телевизор. Иногда может посмотреть неплохие фильмы, хотя очень редко. Вот. Но все равно очень тяжело. А тут приходит письмо от незнакомого человека с пожеланиями поддержки, с уверенностью. Ты понимаешь, что он пытается вдохнуть в тебя оптимизм, чтобы ты верил в том, что это все когда-нибудь кончится. И это очень там по-человечески ценно. Представьте, у вас всегда занавеска задернута в доме, окно закрыто, и вдруг вы его открываете, и солнечный свет. Такая же аналогия, я бы сказал. Многие просто сомневаются, что писать. То есть каково это в заключении читать о том, что, о чьей-то свободной жизни. Да? То есть как это не раздражает? Нет, меня это совершенно не раздражало. Наоборот, я радовался за людей. Кто-то там поехал на яхте кататься в Средиземном море, да? Кто-то поехал на лыжах. И замечательно, и прекрасно, что жизнь идет. Несмотря на то, что исход вашего дела можно назвать счастливым, вы бы изменили что-то в прошлом, чтобы не попасть в эту ситуацию? Я такой, как есть, я не могу... Если бы я мог изменить, я был бы другим человеком. Я бы после того, как меня прокатали по административкам, есть такое понятие административная карусель. То есть тебя сажают за хулиганство, за сопротивление полиции, еще за что-нибудь. Выпускают и опять сажают, выпускают и опять сажают. Я как только освободился, надо было сразу уезжать. Мне сын советовал. И для чего это делается, административная карусель? Для того, чтобы дать органам, время подготовить все. Потому что арестовать человека не так просто. Не так просто. Там кучу нужно бумажек. Подготовить, написать, поставить в известность следователя, прокуратуру. От момента, когда было... Я потом документы же читал, когда судебное дело свое, когда уже вышел. От момента, когда было указание возбудить дело, до момента, когда меня уже арестовали, прошел месяц. Этот месяц им нужен был, чтобы я никуда не свинтил. А расскажите о родственниках и знакомых, как они отреагировали на то, что вы оказались под следствием? Кто-то нормально отреагировал. Люди, скажем так, близких со мной взглядов, или даже не обязательно взглядов, те, ко мне хорошо относились. На работе, я знаю, разделились все на 2 группы, скажем так. Одни говорили, что так ему и надо, по делам, а другие говорили, что нет, жалко дядю Мишу. После того, как папу посадили, как отреагировали знакомые, родственники? С какими реакциями вам пришлось столкнуться, тебе лично? Да, мне лично чего только не прилетело. Это было очень тяжело для меня воспринимать равнодушие. Равнодушие убивало больше всего, особенно от людей, от которых ты точно ждал поддержки. И ты думал так, что оно случилось не просто горе, но еще и такая вопиющая несправедливость. И ты ожидал, что близкие друзья, люди, на которых ты рассчитываешь, они не то что впишутся, но они воспримут это как часть своей жизни и начнут активно тебе помогать. Какие-то друзья просто на мою просьбу подписать петицию ничего не ответили. Это было
ну, не то, что обидно, я не знаю, как правильно сказать. Это было такое большое разочарование. Ты ждал, что человек хотя бы объяснит, что ему страшно подписывать, что-то еще. Когда просто молчание в ответ, вот это было тяжело. Были родственники, которые сказали, что Мише не надо было в это встревать, он сам виноват. Которые пытались оправдать, как это называется, в общем, обвинить жертву, найти вину для жертвы, в общем, victim-blaming. То есть они видят, что человек жертва, и они пытаются оправдать агрессора априори. Они не хотят разбираться в ситуации. То есть были такие реакции, что если схватили, то значит за что-то было. Были знакомые мои одноклассники, которые писали, что не зря твоего батю схватили, наверное, он что-то сделал действительно плохое для России. Мне мама рассказывала, что соседи по квартире перестали с ней здороваться, когда узнали, что папу арестовали. Ну, ты сам, вот находясь далеко, как ты справлялся с этой ситуацией? То есть я так подозреваю, это психологически очень сложно было. Что тебя поддерживало, что тебе давало силы учиться, работать и столько ответственности брать на себя? Учиться и работать было почти нереально. То есть с работой у меня все пошло очень плохо с начала войны, с ареста папы. У меня скорее было очень много сил пытаться что-то изменить. То есть вот петиции, то, что мы сделали, краудфандинг, обращение в СМИ. Еще то, что я сделал, например, мы нашли документы папы о том, что он кандидат наук. Это помогает обычно на таких заседаниях. Мне пришлось писать директору института, где папа защищался, то есть поиск документов каких-то. То есть у меня была такая мотивация сделать максимум. Я написал его украинским работодателям, для того, чтобы они характеристику дали, что он в Украине работал, а не организовывал Майдан, как на него наклеветали его знакомые ФСБ. То есть сила давала то, что мне казалось, что я не бессилен в этой ситуации, что всегда есть что-то, что я могу сделать для того, чтобы либо облегчить папе его содержание в тюрьме, либо, может быть, как-то повлиять на его дело. И вот основное, что давало мне кажется, силы, это то, что всегда что-то я еще мог придумать, наверное. Не знаю, как правильно это сформулировать. Да. А ты помнишь свои эмоции первые? Как ты узнал, что папу арестовали? Да, помню, конечно, эмоции. Во-первых, его же арестовывали, получается, 3 раза. Да. Первый раз административно я просто плакал, сокрушался. Второй раз как-то это спокойнее я это воспринял, как будто бы я это ожидал. Вот третий раз, когда его арестовали уже по уголовному делу, мне было очень плохо. Когда я это узнал, я ходил по коридору и просто навзрыд плакал. Это было жуткое зрелище. В первый раз в моей жизни, вот во взрослом возрасте, я вот так вот плакал, как ребенок на разрыв, просто Вот было очень больно, в принципе, это сознание, что то, чего я опасался, и то, о чем я предупреждал, вот оно вот так сбылось. Я понял тогда, что мое паникерство, оно было не напрасным. И было уже тогда такое ощущение, неужели все, конец. То есть вот оно уголовное дело, скорее всего посадят, дали сразу 2 месяца, этапировали в Астрахань. Это когда я узнал, что его арестовали по уголовке. А еще через 4 дня вышли вот первые пропагандистские материалы на РЕН-ТВ, СТС, Соловьев и так далее, прочие помойки, которые писали про папу. И у меня уже появилась такая, здоровая, может, злость, которая давала мне силы. Я подумал, сейчас я им покажу. Сейчас я сделаю так, что все люди увидят, что было на самом деле, что мой папа не может быть нацистом. Когда там было очень смешно, они написали в обвинении, что Михаил подозревается в финансировании правого сектора и мотивирован расовой ненавистью по отношению к русскоговорящим. И мне было важно показать, что вот я говорю по-русски, его жена говорит по-русски, он сам говорит по-русски, как он может быть мотивирован ненавистью к русскоговорящим людям. В общем, у меня была такая здоровая злость prove them wrong, то есть доказать, что папа мой невиновен в том, чем его обвиняют, и, в принципе, осветить это с человеческой стороны, что мой папа не преступник. Вот. Ты добился, на первый взгляд, невозможного. То есть ты спас родного человека, находясь очень далеко от него, и в ситуации очень сложной, и показал невероятный пример многим людям, которых сейчас часто накрывает ощущением беспомощности. И
это тебя очень сильно изменило. Ты об этом писал на своей странице в Фейсбуке. Что ты чувствуешь, как обнулились твои прежние заслуги во всем в том, чем ты занимался раньше. И сейчас ты не видишь для себя более важного пути, чем правозащита. Ты можешь рассказать об этом подробнее? Да, могу. Ну, во-первых, не я один спас папу, все-таки это сделали адвокаты, и я им помог, и папе помог, я бы так про это сказал. А в плане правозащиты, как я понял, что это то, чем я хочу заниматься, мне кажется, у меня появилось осознание того, что вот как жизнь людей хрупка в плане здоровья, что ты ничего не можешь сделать, если у тебя нет здоровья. Если что-то случается со здоровьем, ты идешь в больницу к врачу. Поэтому профессия врача так важна, что врач нужен каждому человеку. У каждого так или иначе, рано или поздно возникает проблема со здоровьем. Я понял, что примерно то же самое можно сказать про правозащиту, в общем-то, что часто бывают ситуации, особенно сейчас в России, но в целом в мире, когда человеку нужна юридическая помощь, потому что в отношении него случается несправедливость. Либо это, например, беженцы, которым не разрешают остаться в стране. Либо, вот как в случае с моим папой, это незаконное преследование со стороны государства. Это намного серьезнее и тяжелее, конечно же. И я понял, что после случая папы я мотивирован помогать таким же людям, как мой папа, которые попали под каток, вот в данном случае репрессий со стороны России. Но что бы хотел я делать? Я бы, например, хотел работать в, может быть, комиссии ООН по делам беженцев, помогать беженцам, или в каких-то других гуманитарных миссиях, которые бы оказывали юридическую помощь людям, пострадавшим, либо тоже от войн или от репрессий, или которые хотят получить статус беженца. То есть я понял, как иногда роль какой-то бумажки, данной государством, может иметь большое значение. На примере дела моего папы я понял, что вот, например, бумажка, которую выпустила «Мемориал», она оказалась в деле папы может быть решающим. То есть в глазах людей репутация моего папы была восстановлена, что он не преступник, его поймали не за уголовное правонарушение, а его поймали, потому что российское государство его репрессировало. То же самое может быть в глазах судей и прокурора. Это вердикт и репутация «Мемориала» оказали решающую роль в том, что они дали моему папе выйти на свободу. То есть я понял, насколько важна эта работа, юридическая помощь человеку, который в ней нуждается, у которого вся жизнь может быть сломана из-за того, что в отношении него совершена несправедливость. Ну и, в принципе, мне кажется, в моем случае у меня есть обостренное чувство справедливости, которое мне надо как-то реализовывать. Поэтому вот эта работа меня действительно будет мотивировать, когда я выпущусь с PhD по химии и когда я пройду адвокатскую школу. Это все в далеком будущем. Сейчас я принял для себя такое решение, и я его потихоньку буду реализовывать, а пока что я буду волонтерить, например, для «Мемориала», если будет работа, буду волонтерить сам по себе, писать письма, помогать политзаключенным, в чем я могу. Сейчас вот мы, например, помогаем Егору Балазейкину, мальчику, который обвиняется в поджоге военкомата. Что мы, например, сделали, вот как пример того, что можно сделать. Его адвокаты попросили людей писать обращение в уполномоченном по правам человека России, Санкт-Петербурга, Львове Беловой, вот этой женщине, которая обвиняется в геноциде, в перевозе украинских детей, в акте геноцида, по сути. И это, может быть, странно звучит, что ты просишь у военного преступника помощи для того, чтобы облегчить участь политзаключенных, но мы вот это делали. Мы писали им обращение для того, чтобы Егору, во-первых, дали учебники, чтобы он мог заниматься у себя в колонии, а во-вторых, для того, чтобы его перевели под домашний арест. Пока что его не перевели под домашний арест, но, например, ему дали учебники. И вот, не знаю, сколько людей, наверное, десяток человек написали кучу вот этих заявлений в онлайн, приемные комиссии по правам человека российские Санкт-Петербурга. И в итоге, как результат, у мальчика в колонии появились книжки, по которым он может дальше заниматься. Вроде это маленькое достижение, но все равно это некий результат. Может быть, мы будем дальше пушить бюрократическую машину, и они смогут пересмотреть решение суда и назначить ребенку домашний арест. Или выпустить резолюцию, что они хотели бы, чтобы ребенка посадили под домашний арест. Да? То есть это
Вот, например, то, что я сейчас делаю, и что другие активисты делают. Что еще можно сделать? Конечно же, это писать письма. Например, активистам, которые находятся сейчас в Канаде. В Канаде есть организация RCDA, которая устраивает вечера писем политзаключенным в России. Можно ходить на них, писать письма там. Можно писать письма из дома через письмо. Прекрасный сервис письма позволяет писать письма с любой точки мира, правда, за рубли. Но есть организации, которые эти письма тоже готовы платить, Росузник, например. Почему важно писать письма политзаключенным? Потому что вы помогаете конкретным людям, вот этим политзаключенным, переносить их нахождение в СИЗО, несправедливое нахождение в СИЗО. По сути, мы сейчас находимся в такой позиции, что мы не можем особо никак повлиять на войну и на репрессии в России, но единственное, что мы реально можем сделать, это помочь жертвам просто переносить их несправедливое заключение. Вот так вот, написав письмо, рассказав, может быть, о себе, можно обсудить какие-то книги, фильмы, то есть помочь как-то политзаключенному почувствовать связь с жизнью. Вот это то, о чем мы еще с папой разговаривали, что другие политзаключенные говорят часто, им хочется не терять связь с волей, с реальностью. Поэтому такие письма, для них это, как писал папа мне, это глоток свежего воздуха для любого, и не только политзаключенного, в принципе, заключенного в тюрьме. А что бы вы могли посоветовать активистам в России и просто тем, кто не поддерживает войну, как им себя вести, но при этом сохранить человеческое лицо для самих себя? Чтобы сохранить человеческое лицо, надо помнить, что сказал Александр Александрович Солженицын, да, как раз про подобную ситуацию. Просто, правда, в советское время он говорил: не можешь бороться, не хватает у тебя сил, боишься, неизвестно что, хотя бы не участвуй. Вот. То есть не подписывай никаких писем с осуждением проклятых бандеровцев, и не ходи голосовать и так далее. Вот. Я бы посоветовал спрятаться как можно глубже. Знаете, как свет на кухне включают, тараканы сразу разбегаются. Вот как можно глубже забиться и надеяться, что пронесет. Если не можешь уехать, конечно. Как в свое время Бабченко писал, еще лет 6 назад: бегите, хватайте детей в охапку, бегите. Пока такая возможность есть. Вот. Но хотя потихоньку все прикрывается. И выезд, и въезд, и документы. В общем, все сложнее это делать. Но пока возможность есть, бегите. Ваш сын Алексей уехал из России. Вы поддерживали его решение в этом, да? Я всяко толкал его на это решение. Потому что он такой мальчик, достаточно свободолюбивый и умный, и человеческий. Вот. Он очень, эмпатия в нем сильно развита. Вот. И если бы он остался в России, давно бы его закрыли. Плюс профессионально у него бы здесь не было перспектив таких, как там. Я не просто поддерживал, я помогал ему в этом, подталкивал его в эту сторону. А в вашей семье было принято говорить о политике, когда вы росли или когда вы растили своих детей? Как с другими членами семьи вы обсуждали политические вопросы? Я в основном с сыном на эту тему говорил. Жена у меня не то, что там она каких-то ватных взглядов, нет, но она просто не любит говорить на эти темы. Последний раз, когда я завел этот разговор, она сказала: что ты мне пытаешься доказать? Я 60 лет в этой стране живу, я все знаю. Что тут говорить, если все ясно? Вот. Алешка любитель поговорить на политические темы, мы с ним обсуждали. Вот. Пока он не уехал, конечно. Хотя после того, как уехал, тоже там по телеграмму и так далее. Мы подписаны на одни и те же каналы, видим те же самые новости, то есть нам легко найти общий язык. У вас нет планов перебраться к нему в Монреаль? Скажем так, у меня все документы собраны. Когда я уезжал из Москвы, я все подобрал, потом мне жена еще дослала. В общем, я могу подать на политическое убежище не только в Канаде, а и в любой стране. И шансов много, что мне его дадут. Но я не хочу. Вы планируете вернуться когда-нибудь? Нет, не планирую. Я вообще ничего не планирую. У меня жизнь так складывается, что все происходит очень внезапно. Мне здесь хорошо. Меня здесь ценят, даже какие-то деньги платят, которых мне хватает вполне на жизнь. И говорю, город прекрасный, и люди очень доброжелательные. Буду жить, пока живется, а дальше видно будет. Не хочу загадывать. А как вы думаете, Михаил,
Вот почему ностальгия по СССР вышла сейчас на передний план? И вот вы должны хорошо помнить СССР. Какое это было время для вас? Какой была страна вашего детства? Как она изменилась? Что это сейчас? Ну, я не скажу вам ничего оригинального. Ностальгия по СССР, она связана с тем, что люди ностальгируют по молодости. Да, в молодости и вода была мокрее, и небо голубее, и девушки чаще улыбались. На самом деле ностальгия связана именно с этим. А так было то же самое, что и сейчас, только сейчас это все сильно обнажилось. Раньше было куча лицемерия, но вы прикрывали всякими добрыми словами. А сейчас уже нет необходимости. Люди, которые у власти, они потеряли какой-то стыд. Им уже ничего не стыдно. Они не оглядываются уже на международное мнение, вообще ни на что. Вот. То есть они все более откровенные. И, с одной стороны, это хорошо, потому что ты убеждаешься в правильности того, что ты думаешь. А с другой стороны, все страшнее за тех, кто остается. Детей больше всего жалко. И ты, и папа, вы не думаете скорее о возвращении в Россию. Вы связываете свое будущее с другими странами. Ты с Канадой, папа еще с какой-то. Но, тем не менее, вы продолжаете заниматься какой-то деятельностью, помогающей тем, кто остался в стране. То есть для тебя переломным моментом стал процесс над папой. Для папы тоже это или что еще? Нет, но все-таки мы с Лизой уехали в 2020 году. Папа тоже уезжал жить в Украину тоже в 2020 году. То есть в 19 и 20. То есть мы не хотели жить в России. А связано это было с тем, что сейчас ретроспективно, я вот так себе это объясняю, почему я, например, себя настраивал, что я не хочу создавать семью в России и жить там. Потому что мне не нравилось вот это большинство, которое одобряло действия Путина, а именно аннексию Крыма. То есть для меня уже тогда, мне было тогда 16 лет, для меня было шоком, что люди вокруг это восприняли с радостью. То есть, естественно, я для себя задавал вопросы, а как так, что, видимо, большинство в Крыму хотят в Россию, но все равно это незаконный акт со стороны России, что там именно происходит. То есть я начал для себя разбираться в этой теме, когда мне было еще 16 лет, и для меня было очень неприятно видеть, как даже в Москве, например, люди вокруг очень радуются по поводу аннексии. И теперь, мне кажется, ретроспективно ясно, что я не хочу жить в стране, где такие действия заходят на ура, где признаются сила силы, то есть сила агрессии, у кого оружие, тот и прав, где так не уважают закон. Я не хочу там во всем хаять Россию как страну и хаять всех людей, которые там живут, но мне не нравится это в менталитете, что закон люди не уважают, ни международный, ни свой внутренний. Я хочу жить в стране, собственно, почему я тоже хочу стать правозащитником и адвокатом и юристом. Я хочу жить в стране, где большинство людей уважают закон. И международный, и свой национальный, и уважают других людей, и уважают их взгляды. Поэтому для меня как бы жизнь в России стала неприятной, скажем так. Как ты думаешь, какой будет Россия через 5 лет? Есть ли шансы у нее? Ну, я без понятия, какой будет Россия через 5 лет. Может быть, точно такой же, какой она есть сейчас. То есть изнутри это диктатура со вкусом абрикосового латте, как Жанна Немцова говорила. Может быть, уже не будет такой страны. Может быть, там будут происходить какие-то процессы, о которых мы сейчас даже... о которых мы не имеем сейчас никакого понятия и не можем себе их представить. Я не знаю, какой будет Россия через 5 лет. И, если честно, я для себя как бы эту боль пытаюсь как-то отрезать и пытаюсь больше настроить себя на какую-то созидательную деятельность. Вот можно помочь политзекам, вот можно помочь россиянам в изгнании, которые страдают из-за того, что у них не хватает документов, или они не могут в это поступить, или написать обращение. То есть стараться как-то не то что раствориться в маленьких делах, но делать маленькие дела, помогать конкретным людям и как бы надеяться на лучшее.
А что будет с Россией, это такие макропроцессы, которые нам на данный момент не подвластны, и, наверное, это к лучшему. Вот. Скажи, а как твое отношение к папиному процессу и его, насколько они схожи были? То есть были ли какие-то, и отношения к тому, чем ты занимаешься, к тому, что происходит? Папа также считает? Мы с папой почти во всем сходимся в наших взглядах, почти на все, что касается политики. И, в принципе, все, что касается гражданской позиции, гражданственности, мне привил мой папа. То есть я бы сказал, что быть активным гражданином, в принципе, научил меня папа, и у нас в семье это культивировалось. Мы ходили на митинги еще солидарности в 2007 году. Мы волонтерили вместе с папой для Навального в 2013 году, когда он выбирался на выборы мэра 10 лет назад. Пипец, вообще так не представишь даже. Но папа вот привил мне такой нонконформизм, наверное, с чем мы с ним схожи. И в отношении этого дела, и с жизненной точки зрения мы нонконформисты. Наверное, вот что мне в папе очень сильно нравится, и почему он, собственно, попал под каток репрессий, это потому, что он не боится говорить то, что думает, и думает то, что говорит. То есть он, если он что-то считает, как бы это правильно сформулировать, в общем, не боится высказывать свое мнение. Вот, чем мы точно с папой отличаемся, папа переносит неприятности куда легче и устойчивее, чем я. То есть папа после 9 месяцев ареста – это тот же папа, что был до ареста. У него вот эти 9 месяцев, они его, конечно, закалили, но он вышел, вот, мне кажется, в принципе, таким же человеком, каким и был. То есть тюрьма его не изменила. У него столько же жизненной энергии, он сейчас работает, отдыхает, наслаждается жизнью. Его тюрьма вообще эти 9 месяцев не сломали, не изменили. А вот со мной произошло другое. Меня его арест и война, они меня сильно надломили, и мне, честно говоря, тяжело это переживать, и меня эта история не отпускает. Наверное, в его случае с ним получилось так, что она с ним произошла. Он сейчас волонтерит и работает, и живет. Он нашел быстро такой баланс. А у меня такого баланса найти не получилось. Меня, наверное, после его ареста в тему войны и репрессий еще больше втянуло, и я теперь хочу вот как-то помочь людям в этой теме. То есть, не знаю, отличает нас это или нет. В общем, он нашел как-то свой баланс в жизни и продолжает помогать людям. А я еще его не нашел и очень хочу помогать людям. Наверное, так.